Ричард, ты еще у родителей? Да, я у родителей. Да, мам, я знаю, что... Привет. О, кстати, вот он. Ой, как же все-таки хорошо, что у тебя появились друзья, Ричи. Знаешь, когда мы плыли с острова сюда, Саймон никак не мог перестать болтать о тебе. О, что? Ты сейчас... Ты это... про Солуса говоришь? Охо-хо, передвижение на метро, задание мафии, репутация Санчеза, много денег и... Ричард, который из-за смерти и грусти по своей собаке ночевал не дома. Вот такие, блин, события. Я очень надеюсь, что Ричард за эту ночь не натворил никаких глупостей. Давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы и порадовались, и поплакали. Да, с одной стороны у нас крутое передвижение на метро, задание от Санчеза, наконец-то рабочая легенда о том, что якобы я GDH, а с другой стороны у нас Ричард. Наш друг, для которого предыдущий день явно не сказочный и чудесный. Если коротко, смерть единственного друга, с которым Ричард провел всю свою жизнь. Просто представьте, прожить десятки лет, зная, что из живых, нероботизированных друзей у тебя только верный пес по кличке Чарли. И больше никого. То, что Ричард ночевал не дома, можно понять. Боль утраты имеет много последствий, также не исключая необдуманных решений. Так, ладно, короче, если говорить хотя бы про нейтральные новости, то та-дам! Я почистил инвентарь. Да, вот такой вот я молодец, у меня теперь полноценная пустая строчка. Деньги, конечно же, я буду таскать с собой. И самое главное... Дилан печатает. Нет, самое главное то, что у меня еда есть, наконец-то. И чизбургер, и вафля. Да, более-менее неплохо. Так, Дилан, привет, что печатаешь? О, здорово. Проснулся уже? Ричард ночевал у родителей. Отследил его по геолокации его телефона. Блин, Ло, я что-то волнуюсь за него. Придумал 100 вариантов того, что можно было бы ему написать, но... Нет, так и не решился. В интернете вашим советы все противоречат друг другу. Где-то пишут, что нужно оставить его в покое, где-то наоборот, надо побыть рядом. Пипец. Я, наверное, впервые пожалел, что Шерон нет с нами. Она же все-таки психолог. Хотя, я не уверен, что она бы захотела помогать Ричарду. Короче, Ло, в любом случае, сейчас Ричард с родителями, так что мы вряд ли сможем ему как-то помочь. Ты скажи, чем бы сам хотел заняться сегодня, а? Может быть, к барменше брать задание? Или попробуем проникнуть глубже на территорию Санчеза в поисках лаборатории? Или, может быть, попробуем записаться снова к Линде на гипнотерапию? Или ты мог бы просто подружиться поближе с соседями? Короче, Ло, у тебя миллион вариантов. А ведь, блин, и правда. Очень много вариантов. Так, думаю, стоит начать с улучшения отношений с Санчезом. Выполню-ка я еще какое-нибудь поручение. Лаборатория, Дилан. Это сейчас наш приоритет. Знаешь, мои воспоминания помогают мне лучше понимать, что я за человек. Может быть, у Линды есть окошко на гипнотерапию? Наверное, действительно самое важное это лаборатория, потому что даже цепочка Марло Бренда и Санчез ведет нас куда? Правильно, к лаборатории. Так что это сейчас наш приоритет. Ой. О, и я рад, что мы с тобой совпадаем во мнениях. Если чё, я попытался найти что-то по лаборатории в интернете, но, как ты понимаешь, по запросу лаборатории GDH я нашел адреса филиалов J-Company, старую рекламную кампанию по инвестированию в создание автоматонов и какую-то багнутую онлайн-игру. В общем, я ничего не нашел. Но я бы не стал тебе об этом рассказывать, если бы мне было совсем нечем похвастаться. Я взял спутниковую карту города, определил район, который принадлежит Санчезу, изучил дома, которые попадают в эту зону, вычеркнул все жилые, затем исключил функционирующие магазины. Короче, я сузил круг потенциальных зданий до 11, Ло! Всего лишь 11! Угу. Я как бы все равно понимаю, что это типа дофига, но поверь, ты бы не захотел слоняться по промзоне без цели и понимания, куда тебе надо. Ой. О, иди сюда. Посмотри на нее. Поскольку у меня куча свободного времени, я даже написал ей сценарий. Теперь она, обилка, существует независимо от меня. Это, конечно, не автоматон и даже близко не автоматон, но я заложил ей некоторое подобие системы отношений.
Так что, если бы я ей не нравился, она бы не пришла ко мне. Вот. Я, если что, тебе отметил на карте места, где, как мне кажется, наиболее вероятно будет лаборатория. Ага. Начинал бы я как раз оттуда. Если не получится, то, ну, будем продвигаться дальше. Выскользнуть из дома до того, как все проснутся, ты уже не успел. Так что, иди, завтракай. Ну да. Окей. В итоге прямо сейчас у нас сколько времени? О, Дилан, что такое? Печатает. Давай, приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Так вот, время у нас уже 8:22, и он сказал то, что выделил на карте мне какие-то места. О, реально! Метка номер 1, 2, 3. Ну, кстати, выглядит так, как будто тут реально что-то может быть. Ладно, давайте всем привет скажем. Эй, всем привет. А, вы здесь? Как так-то? Привет. Да, привет. Я отучилась 7 лет в балетном училище, потом ездила в другую страну в академию хореографии, отчислилась, потому что мне надоела классическая система и отсутствие новаций. Мне хотелось привнести в танцы что-то свое, хотелось показывать это другим. И столько лет стараний, чтобы меня обошла какая-то девчонка, которая смешно виляет задом. В моих танцах есть и грация, и стиль, и современные тренды, и юмор тоже есть. Я повторяю танцы из мультфильмов, которые люди, по идее, не должны повторить. Ты вот, например, видел танец из Бубки Гоба? Обычный человек не способен так танцевать, а вот я-то могу. А ее хореография даже на ритм не ложится. Если Риордан увидит, что еще одна попрыгунья без образования залетела в тренды, он точно заставит меня повторять эти дебильные потрясывания жопой. Сейчас я сейчас все сделаю. Что ж, современные тренды, Брай, современные тренды. Эй, Клео, привет. О, доброе утро, привет, Ло. Надеюсь, ты не слышал, как Глен сегодня в 3 утра затащил какой-то потный матч. Классика. Я вот слышала. Кстати, Ричард так и не вернулся? Нет, пока что нет. Понятно. Я почему-то думала, что он вернется под утро. Я не стала ему вчера написывать, но немного волнуюсь. Мы собирались с ним записать сегодня совместный видосик для Хаоса. Кстати, в холодильнике кто-то оставил картошку несколько дней назад. Мне кажется, это уже нельзя есть. Если это твоя, то выброси, пожалуйста. Да, кстати, воняет. Это моя вообще-то. И не надо ее выбрасывать. Я провожу некий эксперимент. Ага, ну, я ее выброшу сегодня же. Окей. Так, подожди, а что у нас по еде? Ядовитая картошка, отвратительная закуска. А что у тебя за эксперименты? Привет. Да вот, ты знал, что у картофеля на 2 хромосомы больше, чем у человека, а? Это означает, что если я смогу управлять картофелем, когда-нибудь я смогу управлять людьми. А пока что я должен понять, как управлять картошкой. Я послал нескольким клубням ментальное сообщение с приказом не портиться. И мне кажется, один из них даже послушался. Он, прикинь, подгнил чуть меньше, чем остальные. Вот, жду. Тим. Слушай, а напомни мне, сколько у тебя отношений со мной? Равнодушие 49. Ой, так это, кстати, неплохо. Сейчас, я хочу даже сделать еще лучше. У меня тут где-то был редстоун. Также мы берем цветочки. Это для Клео. Вот, забирай. О, это мне? Спасибо. Пожалуйста. Далее, Клео, бери. О, спасибочки. Всегда, пожалуйста. А вот Брай, на самом деле, я так и не понял, что дарить. Вообще, если исходить из диалогов с Брай по поводу вот этих всех танцев, хореографий, своей фигуры, спорта, ей, возможно, из еды нравятся типа овощи и фрукты. О, кстати, ты посмотри, она помидор резала. Да, то есть фрукты и овощи. Так, тихо. Ну, от одного яблока-то ничего не будет, да? Слушай, возьми. Ох, ты, наверное, хотел как лучше. Черт. Я действительно хотел как лучше. Может быть, просто овощи попробовать? Но нет, просто овощей у меня не существует. Я даже банально не знаю, где их достать. Разве что купить где-то на рынке. Да, вот такое я могу. И вот они, эти 3 вейпоинта. Метка 1, метка 2 и метка 3. Но нет, сначала я туда не пойду. Мы найдем какой-то рынок и попробуем найти вещи, которые можно есть. Ну, еда называется.
А вот, походу, то, что мне надо. Здравствуйте, торговец. Так, получается, яблоки, золотые яблоки, зачарованные золотые яблоки. Стоимость, получается, 400 за 3 штуки. Купить, конечно. Далее, наверное, то же самое сделаем с золотыми яблоками. Сразу 5 штуковин за 250. Вау! Яблоки не надо. Вот овощи. Попробуем подарить Брай овощи. Ни за что и никогда бы не подумал, то, что просто рандомный продавец на улице может дать такие крутые вещи. Окей, дамы и господа, на ваших глазах я прибежал к первой метке. Ну-ка, давай попробуем. Чел, А? слушай, у тебя рожа какая-то знакомая. И зубы, я посмотрю, все на месте. Ты чё, богатенький получается? Ха. Чё, может быть, поделишься немножко? Зубами или деньгами ты уж сам решай. Ребята, в атаку! Ой, нет, чуваки. Ладно, всё, парни, тихо. Блин. Эй, стой, куда ты идешь-то? Успокойся, парень, я прикалываюсь просто. Чё ты так напрягся-то, а? Нифига себе. Да все, пойдем, выпьем что-нибудь. Я уж думал, ты не объявишься. Что? Ты кто вообще? А, я ведь понял, что ты объявишься скоро. Когда пару дней назад твоя девчонка которая в тебя по уши втрескалась, пыталась ночью тут прошмыгнуть. Хе-хе-хе. Она даже не додумалась снять свой белый халат, вот дура, блин. Ай. Пузырь чуть богу душу не отдал, подумал, что привидение увидел. Эй, ну зачем ты Да это все, тихо, Пузырь. Слушай, Джон, ты, говорят, к Санчесу решил прибиться? Это что, правда? С чего такая перемена в сердце? Неужели ты в нас засомневался? Блин, вот это вообще супер неожиданно. Вы работали с GDH, получается, а я даже ни слухом, ни духом об этом. Засомневался? В вас? Да я никогда не сомневался в том, что вы идиоты. Засомневался? В вас? Да вы же самые надежные ребята на районе. Убежать. GDH бы никогда никого не похвалил, это точно. Убежать это как бы тоже не то, чтобы вау. Но он бы явно кого-то оскорбил. Вот это GDH, вот это прям про него. Да я никогда не сомневался в том, что вы идиоты. Так, подожди, то есть ты знаешь, что мы сдали Санчезу точки сбыта Евсея? Слушай, клянусь, если бы я знал, что Евсей заподозрит в этом тебя, я никогда бы не стал, Слушай, Джон, ты же знаешь, что у меня сеструха мелкая парализована ниже пупка, а Санчез, он просто ей хорошую клинику подобрал, пристроил, врача хорошего ей нашел и... Дурак, блин. А я тебе говорил, что если он прошарит, какую мы намутили мазу, он нам сразу аутом грозит. Да ты чё, каким аутом? Не собирается Джон нас убивать, Пузырь, ты посмотри на его глаза, это... Мы, конечно, провинились, но зачем уважаемому человеку лишний раз руки марать, правда? Правда же? Ну, короче говоря, они тут, видимо, уже все за меня решили. Я ничего не понял. Подожди, еще раз. Так ты знаешь, что мы сдали Санчезу точки сбыта Евсея? Клянусь, если бы я знал, что Евсей заподозрит в этом тебя, я бы никогда не стал. Значит, Евсей и GDH делились какой-то очень секретной информацией. Ладненько. Так, насчет руки марать. Ну, это, что могу сказать? Твои тупые поступки стоили мне больших издержек. Пузырь прав. Я не могу такое простить. Прямо сейчас иди к Евсею и расскажи ему, кто его слил. А я прослежу, чтобы твое наследство досталось сестре. Так, погоди, нет, мне этот гопник пока очень важен. Я хочу у него больше узнать инфы. Отведи меня в мою лабораторию. Докажи, что там все цело, и я так и быть подумаю. В лабораторию? Стоп. Слушай, а ты чё это решил от оранжевого отказаться? Я помню, ты говорил, что есть вещи, от которых слишком сильно зависит твой имидж. Да и... Погоди, у тебя рожа какая-то... Так, погоди-ка, реально. Пацан, а ты точно тот, за кого пытаешься себя выдать, а? Ох, блин, а вот это что-то я не ожидал такого. Ты как со мной разговариваешь? Это возмутительно. Ладно, окей, я не GDH. Это правда, но мне очень сильно нужно попасть в его лабораторию. Ну давай, проверь, если не боишься. Только будь готов, что не только твой пузырик лопнет. А тест ты мой так и быть прошел. Пузырь, я сам... Блин. Да... Короче, Слушай, я же говорил тебе, что не станем мы это твое место искать. Лабораторию твою. У меня реально каждый амбал знает, что есть информация, которая может стоить слишком дорого. И дешевле просто обойтись без этой информации. Да, ребят, успокойтесь.
Пузырь, опусти оружие. И, кстати, мы твою девчонку в халате-то не трогали. Надо было, наверное, это сразу сказать. Эй, Джон, слушай, а может ты уже наконец расскажешь, что прячешь в этом секретном своем месте, а? Если копы это место накроют, мы же даже не знаем, что спасать. Эй, ты что делаешь, Пузырь? Не зли его сильнее. Ты же видишь, у него колени от злости трясутся. Слушай, Джон, ты извини моих парней. Мы все как на иголках в последние дни просто и... Санчес, когда прознал, что мы на его территории орудуем, а ему в казну не платим, он... Ну, короче, выбора-то особо нам не оставил. Пришлось вот Евсея сдать. Мы вот теперь, как и ты, под Диего ходим. А значит, скоро у нас к трафику контрафактного ликера подключат. А там в составе метанол. Ай, блин, мы, конечно, криминалы, но его выпивку в основном дураки и подростки покупают. Да, ребятишки наши, блин. Не хотим мы, чтобы наша смена подрастающей поголовно ослепла и... Эй, парни! Чё, говори? Там чуваки Санчеса идут! Да, блин. Так, ладно, Джон, проваливай отсюда. Если Санчес узнает, что мы с тобой заодно, решит, что мы бунт планируем. Ты-то, может быть, и переживешь это, а вот нас ждет аут. Иди. Окей, я вообще ничего не понял. Это было жестко на самом деле. Но мы понимаем, что в криминальном мире GDH это просто какая-то ультра важная шишка. Значит, получается, гопники и... Ой, сейчас... Ну, короче, гопники и GDH тоже в какой-то степени контактировали друг с другом. Так, ладно, Дилан, что печатаешь? Ой-ой-ой. Даже не знаю, успех это был или полный провал. С одной стороны, Ло, ты смог убедить этих ребят, что ты GDH, хоть и был в какой-то момент очень близок к провалу. А с другой стороны, мы знаем, что та девушка из J-Company уже приходила сюда. И она знает, где лаборатория. А мы-то нет. Думаю, сегодня слишком опасно пытаться продолжать поиски. Лучше попробуй через поручение Санчеса наладить с ним отношения. Мне кажется, важно показать, что ты не просто больше не с Марло, а действительно теперь с ним. Во сколько, кстати, там этот бар открывается? В 6? А, ну у тебя еще куча времени. Да, сейчас 13:53. И я могу написать Ричарду. Эй, ты как? Ричард, ты еще у родителей? Клео попросила напомнить, что вы собирались снимать совместное видео сегодня. Ты еще у родителей? Чего? Как ты это... ну да. Дилан! Клянусь, я бы купил себе кнопочный телефон, если бы мне не нужно было постоянно снимать. Ладно, сорян, чел. Я понимаю, что вы беспокоились. Геолокация это не так страшно, как мониторинг всего содержимого моего телефона. Как это сделали родители, когда включили меня в список тех, за кем следили. Вспомнил, блин. Хорошо, что J-Company быстро отказались от этой идеи по этическим соображениям. Короче, ладно, да, я у родителей. Отец на работе, так что если хочешь, приезжай в гости. Может быть, хотя бы с мамой отвлечемся от грусти. Ты как, приедешь? Да, если только ненадолго. Могу тебя забрать домой на карше. Не, слушай, я что-то поздновато тебе написал. У меня вечером планы. Ну ладно, давай, могу забрать тебя домой на карше. О, чувак, это было бы круто. Прикинь, я совсем забыл, что должен сегодня записать видос с Клео. Давай, жду тебя. О, а вот я, кстати, не забыл. Да-да-да, видос с Клео. Так, где я, что я? Получается, по вот этим меткам нам сейчас лучше не идти, верно? Больше не суемся в этот район, потому что, как нам сказано, там парни Санчеза. Так, ладно, нам нужно сейчас к Ричарду. Это получается вот здесь каршеринг-зона, а вот здесь дом Ричарда. Я, наверное, прямо сейчас каршеринг брать не буду, потому что это очень дорого. Мы спокойненько дойдем, а потом уже возьмем каршеринг и сэкономим деньги. Так, вот оно. Улица Ричмонда 6А. Ой. Стоп, а... Мне точно нужно к Ричарду? Я не могу открыть дверь, зато я могу написать Ричарду. Я на месте. О, супер. Ты давай заходи, я если что уже одеваюсь. Но поздороваться ты успеешь. Понял. Так, а ну я зайти-то... А, теперь могу, все. Вопросы отпали. Да, мам, я знаю, что... Привет. О, кстати, вот он. Ой, как же все-таки хорошо, что у тебя появились друзья, Ричи. Это большая наша ошибка, что ты с самого детства знал про автоматонов. Ну да ладно. Так, может быть мы прямо сейчас... Знаешь, мам, мне кажется, что было бы гораздо больнее узнать и разочароваться. Короче, я если что почти готов. Ну не знаю, Ричи, не знаю. Хорошо, что эти тяжелые времена уже позади. Ой. Знаешь, когда мы плыли с острова сюда, Саймон никак не мог перестать болтать о тебе. Что? Подожди, стоп! Что такое?
Да, ты был не единственным его любимчиком. Да не-не-не, мам, погоди! Ты сейчас... Ты это, про Солуса говоришь? Саймона Солуса? Ну да, конечно же, про кого еще я могу говорить? Нас эвакуировали с ним одним рейсом, представляешь? То есть... Я в шоке, блин. Ты хочешь сказать, что Солус прямо сейчас в настоящем Хэнфорте? Да. А почему это вас так удивляет, я не понимаю? Да, он был важной шишкой на острове, но вы же не думали, что он там так и останется? Да, мам, ты права, да. Слушай, а ты не знаешь, случайно, где сейчас живет Саймон Солус, а? Нет, он не оставил адреса. Сказал в своей привычной манере какую-то ерунду вроде «Если встрече суждено случиться, то ее не миновать». Какой же все-таки этот Саймон Солус лирик, а? Ну все, ладно, давайте, мальчики, что-то мы заболтались. А Ричарда все-таки еще и Клео ждет. Идите. Ладно, пока, мам. О, блин, ну дела, Ло. Ну а вообще, мама реально права. Нам действительно лучше ехать прямо сейчас, пока есть шанс снять с естественным светом. Ты спасибо, что согласился меня подвезти. Пойдем? Пойдем. Саймон Солус? Вы подождите, вы... То есть ты не хочешь даже поговорить об этом? Боже мой, Саймон Солус! То есть мы окончательно понимаем, что про Саймона Солуса, про то, что он автоматон, знают вообще никто. И прямо сейчас мы понимаем, осознанный автоматон по имени Саймон Солус ходит по городу Хэнфорд. Вот это да. Так, ладно, короче, нам сейчас нужен каршеринг. Давай, Ричард, пожалуйста, пошевеливайся. Какой же ты долгий. Цена в минуту 126, скорость 0,76. Вау, хорошо. Обязательно арендовываем. Садимся. Так, и сейчас очень быстро, главное, доехать, потому что я хочу экономить деньги. И очень важно ни во что не врезаться, потому что я не хочу получить этот долбанный штраф. Так, здравствуйте. Все, мне же, получается, нужно просто тебя выпустить? О, еще раз тебе огромное спасибо. Вот что бы я без тебя делал? Давай, удачи. Да, подожди, а машина? Так, в итоге, мне просто интересно... О, Клео. О, а вот и Ричард. Эй, привет, любимый Хаос. Это уже второе видео, которое я для вас записываю. И сегодня я не один, а с очаровательной... Потрясающий, сногсшибательный и невероятный Клео. То есть со мной. О, и чем же мы сегодня займемся, Клео? Подожди, стой, Ричард. А ты вообще уверен, что хочешь снимать сегодня видео? У тебя такой грустный взгляд, и у меня просто сердце разрывается. Что? Блин, ладно. Как ты вообще это разглядела, а? Мне казалось, у меня хорошо получается. Да-да, неплохо, но просто, знаешь, у меня очень хорошо развита эмпатия. И камера твое настроение тоже поймает. Блин, ну давай еще один раз попробуем, ладно? А, ну они, видимо, договорились через телефон, пока мы ехали. Так, ну мне-то явно здесь не нужно быть. А что, если я вот здесь стану? Эй, привет. Не поговорим. Мне явно здесь не надо быть, и у меня, блин, каршеринг тикает, ребята! Супер-мега срочно! Надо остановиться, надо уже сдать машину. Тихо, не врезаемся, это супер важно. Далее каршеринг, закончить. 378. Феноменальные деньги, как по мне. Ну а у нас есть задание в 18 часов у барменши. Я четко помню то, что с 18 часов мы можем зайти. А, ну не здесь, да, блин. Ну ничего, вот я уже и тут. Всем привет. Так, что, есть задание? О, привет. Прикинь, однажды Санчес ужасно напился и пообещал на мне жениться. Хорошо, что он этого не помнит. Короче, надо доставить парочку очень важных вещей нескольким очень важным людям. Не спрашивай, что именно. Нужно просто сбросить это в указанных местах в указанное время. Локация скинула. Принял. Так, посыльный, значит. Задание, вам посылка. Привет. Не поболтаем? Мафиози, до свидания. Ой, да уж, не таким курьером я хотел быть. Лучше не попадаться полиции на глаза. Задача, нужно доставить посылки. А какие посылки? Девочка, женщина, а вы посылочки-то дайте? А, вот, все, спасибо. Итак, коробка и... Коробка! 5 посылок, боже мой, как много. Ну, допустим, вот, проспект Загородный. И самое первое место это... Вот здесь. Все? По-моему, я все правильно сделал, и это было, ну, прям просто. Мне реально нужно тупо побегать по городу. Вон следующая метка появилась. Да-да-да, гражданинчик, а что это вы тут делаете?
Вы знаете, что мусорить в Хэнфорте нельзя? Я... Давайте так, вы поднимете то, что вы уронили, отдаете мне, и я сделаю вид, что ничего не было. Блин. Честно говоря, я думал, все будет попроще. Ну ладно. Вот, возьмите. Ай да молодец, гражданин. Рад видеть, что вы бережете чистоту нашего города. Пипец. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, то, что я сделал. А в итоге, подожди, а задание-то оно выполнено или как? Да, не-не-не, наверное, сегодня лучше туда не соваться. Что? Ты о чем? Не-не-не-не-не, сегодня, наверное, туда лучше не соваться. В плане не соваться, это... Я же просто иду к Санчезу. А, я иду в сторону меток, мне ж больше не надо, мне надо обойти вот здесь. Эй, привет. О, а вот и он. Ну давай, объясняйся за посылку. Да, Джон, нам нужно поговорить. О, я все понимаю, ты привык, что полиция под тобой ходит. Может быть, ты хотел им даже сделать приятный подарок. Да вот только этот подарок, Джон, влетел мне в копеечку. Мы с легавыми не сотрудничаем. Запомни и привыкай. Если ты берешь у меня задачи, ты копом не попадаешься. Усек? Ты, может быть, не привык, чтобы с тобой так общались, но мы же оба понимаем. Выдать тебе Марла или Евсею мне бы очень не хотелось. Но если ты продолжишь так дорого обходиться моей банде, мне придется это сделать. Бизнес. Ничего не поделаешь. Но ты же меня не разочаруешь? Уж я-то в этом уверен. У нас все рано или поздно совершают ошибки. Ничего страшного. Главное ведь учиться на них, правда? Иди. Время уже позднее. Не мозоль мне глаза. То есть вы хотите сказать, что я еще и просрал на этом задании? Подожди, а я вообще мог не попасться этому полицейскому? Блин, не, ну подожди, ощущение такое, что я вообще никак не мог. Чего ты на меня смотришь все это время? Вы уж, как говорится, простите, Джон, но вы отдали полицейскому пушку, которую мы очень долго очищали. Вы хоть знаете, насколько сложно найти полицейский пистолет, который бы нигде не светился? Мне пришлось так сильно напрячься, чтобы его потерли из всех баз. Успокойся, Ви, успокойся. Чё ты ему объясняешь все как маленькому, а? Он же явно не первый день в подполье. Ну так а если он не первый день, чё он так поступил, а? Чё он поступил так? Тихо, дай отдохнуть. Вот тебе и... задание от Санчеза. А, стоп, а мы же не только задание потеряли, мы же еще и потеряли... репутацию! Стоп, Санчес, слушай, а я могу тебе сделать подарок? О, да. Но какой же я могу сделать ему подарок? Не, нафиг, я сейчас не буду рисковать. В жопу все эти риски. Я что-то понял, то, что в последнее время я так много рискую, так много всякой фигни делаю. Не надо, все, хватит. Мне бы, наверное, сейчас уже в Блогер-хаус ехать. Хэнфордский диаметр, улица Парковая. Так, ну, вообще, я не знаю, как мне быстрее дойти, поэтому давай попробуем ЖД вокзал. О, я проезжаю эту остановку уже 7-й раз. Спасибо. ЖД вокзал — это явно то место, где я еще ни разу не был. А даже если и был, то, наверное, здесь рядом метро. Да, вот оно. Сюда мне явно не надо, но я понимаю то, что мы очень близко. Ой, хорошая остановка. ЖД вокзал — это действительно топчик. Эй, всем привет. О, Ричард, снимаешь что-то? Да блин. Весь день думаю о... Да, в целом неважно. Я стал что-то слишком часто жаловаться на жизнь. Вот ты что думаешь насчет того, что Солусу удалось как-то сбежать, а? Что это может значить? По идее, он должен был вырубиться, когда на острове остановили сигнал, не? О, кстати, а ведь и правда. Всех автоматонов выключили. Интересно, где он? Чем он занимается? Может, еще встретимся? Да. Погоди, а помните, мы на корабле, когда плыли, Дилан отключился из-за того, что потерял сигнал. Следовательно, Саймон Солус тоже должен был потерять сигнал. Но нет! У Саймона Солуса получается автономная программа, не зависящая от сигнала. Это реально клево, но при этом написать Саймону мы явно не можем. Ребят, всем привет. О, привет. Слушай, мы все-таки смогли снять с Ричардом. Он рассказал мне про Чарли. Это ужасно. Но Ричард бесконечно рад, что ты был там с ним. Ты крутой, Лолошка. О,
Ну, я рад. Привет, Тим. Долбаная картошка. Я столько времени потратил на свой эксперимент. Но Клео всегда была против правды. Она выбросила все мои доказательства. Я очень обижен на это. Ну-ка, мне даже интересно. Реально картошки нет. О, господи. О, Глен, здорово. Не поговорим? Так, ладненько, Брай. Вообще, это я выбросила картошку из холодильника, а не Клео. Пришлось надевать перчатки, чтобы взять это в руки. Он реально думает, что это была Клео. Так что, окей, я в безопасности. А я сейчас все расскажу. Так, блин, слушайте, ребята, вы тут все кушаете, вы все такие крутые. А откуда вы еду берете? У вас доставка какая-то? Просто, серьезно, я вот клянусь, я бы хотел, чтобы у меня тоже была еда. Но я понимаю то, что если я хочу этого добиться, то мне нужно как-то привозить еду. На рынок постоянно бегать я точно не буду, это бред. Это как минимум занимает очень много времени. Но, ребята, пока я бегал по городу, у меня все это время была кое-какая офигеть жесткая инфа. Я сначала хотел повыполнять CJD, потом хотел повыполнять задание. И вы посмотрите, что здесь написано. Саймон С. Спальня принцессы. Я планирую обновить интерьер своей спальни в розовые тона. Проблема в том, что даже если это Саймон Солус, мы сдадим эти подушки, эти простыни, но мы не сможем встретиться с Саймоном из-за этого. Абсолютно все задания развозит почтальон, поэтому даже если я сдам, то контакты Саймона мы от этого не получим. Но это прикольно! То есть мы понимаем, что он живет. Он действительно где-то в городе. В любом случае, на этом я, наверное, буду постепенно заканчивать. Мы понимаем, ситуация, связанная с островом, еще не закончена. Также мы не забываем про гипнотерапию, про отношения с Санчезом, Марло Брендо, еще там Розенталь, Евсей, лаборатория GDH и много-много другого. Очень много арок прямо сейчас открыто. И за что зацепиться, даже не знаю. Но я пытаюсь зацепиться сразу за все. Надеюсь, вы это цените. Надеюсь, то, что вы ставите лайки. Серию у нас действительно в среднем длятся сейчас дольше, чем раньше. Раньше у нас серии длились по 20 минут, сейчас 30+. Еще раз спасибо большое за ваши лайки, спасибо большое за подписки. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Шрам, и все еще поддерживаемая легенда от GDH. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.